Короче, я так думаю, что пришла пора разуваться, потому что мы сейчас идем в эти лодки по воде. Здесь водичка просто нереально чистая. Эти листья собирают, их можно использовать как профилактику от малярии. Мы сейчас заходим в школу и посмотрим, как учатся местные дети. Навесов нет, тени нет. Я не знаю, погорим, наверное. Тая мазаться не хочет кремом упорно. На 1 час останемся. Потом мы будем ехать уже на лодке на полдень. О, такой кайф. Принесли вот такой вот салат и зелень и хлеб, но я не голодная. Это Тая, да. Она ж не ест Да я морепродукты. не хочу посыть сейчас. Я думаю, что это так и останется стоять на столе. Клешни краба и по 4 креветочки. Доброе утро. Впервые за неделю пошел тропический дождь. Смотрите на бассейн, на воду. Такой сильный достаточно. Сегодня мы решили поехать в Момбасу, точнее как в Момбасу. Мы каждый день через нее проезжаем где-то, но мы никогда не были в самом центре города за эту неделю, не гуляли, не видели форт Иисуса. Вот сегодня хотим все это посмотреть. Видите, сколько людей? Вот в этом месте они все ищут себе работу. Меня очень сильно покусали комары, хотя их не было. Они здесь, короче, какие-то немые, они такие тихие, вообще беззвучные. Таю тоже пару укусов на ней есть, но не так критично, как у меня. Я заехала сейчас в аптеку и купила для профилактики от малярии 2 вида таблеток. Буду вечером разбираться с интернетом, как их пить. Она мне очень долго объясняла, что-то тут подписала. Короче, сегодня нужно выпить по 1 таблетке. И завтра, в день вылета, мы завтра улетаем. Надеюсь, что мы улетим в связи с ситуацией на Ближнем Востоке сейчас. Но надеюсь, что мы все-таки улетим. Трафик страшный сейчас с утра. И вот мы в этой пробке стоим уже, наверное, полчаса и еле движемся. Движение огромное. Фрукты везут на рынок на продажу. Это адский труд под палящим солнцем. Очень тяжелые работы здесь уместны. А вот обратите внимание на количество тук-туков на улице. Чтобы вы понимали, это реальный бизнес, потому что такси здесь просто необходимо. Его используют все. И вот такой тук-тук, чтобы купить, в долларах он стоит примерно от 3 до 5 тысяч долларов. Специальные сайты у них есть в Кении. Мы приехали гулять в самом центре Момбасы. Наша прогулка сегодня начнется с этого места, от форта Иисус. Вот это желтые стены, это форт. Форт очень старый, еще времен Васко да Гамы и португальцев. Форт Иисус был построен в 1593-1596 годах. При взгляде с воздуха планировка форта напоминает силуэт человека, голова, туловище и конечности. Форт был свидетелем жестоких войн, переходя от португальцев к оманским арабам и британцам, которые использовали его как тюрьму. Это первый форт в Африке, спроектированный специально для защиты от артиллерийского огня. Этот огромный якорь с португальских кораблей. Сейчас этот форт – это знаменитый музей Момбасы. Здесь тоже везде сувениров очень много, раковины, магниты, браслеты, различные украшения. This means business. $1. See, it's free. Mombasa Club are specially for British colonized here. Who built this club? The first club before Kenya. This one. This is the old name, Swahili language, who called Chini Club. Chini, this is the Swahili language. English, who means underground club. And today, Kenya, who can change the name, who called Mombasa Club. Like that. Members only inside. If you are a member, you are allowed to go inside, you are allowed to swimming over there. But the
difference. Everything you making inside here, you don't pay cash money. You are writing, and then every year you bring a check from the reception inside there. This is a British program, special for swimming pool, library, sleeping, dinner, breakfast, and lunch time like that. Здесь в Момбасе есть несколько видов зданий, британские, португальские. И вот британские здания, у них стиль без балконов, а португальские, все остальные уже с балконами идут. Это здание выполнено в кенийском стиле. Мы сейчас идем в очень богатом районе, здесь живут только богатые люди, и это, конечно же, видно по домам. Stone house. Yeah. Mombasa population. Mombasa, you remember Mombasa, it was the same like Zanzibar, Tanzania. Zanzibar, Tanzania, Mombasa, Kenya, Lamu, Somalia. This is the island area. Malindi, Kenya, north coast, and Nairobi, north island. Is not that is a mainland. Like that. Это самый первый отель в Момбасе, который, ну, в общем-то, здесь появился. Африка Хотел. Okay. Сзади Тай, позади. Mombasa, Kenya, yes. Вообще самый первый. Смотрите на это здание. Вот это здание, вот эти ворота, это арабский стиль. Это мусульманская школа. Это очень старая мечеть в Момбасе. 500 лет ей. Вот это здание, это индийские балконы. Вот так выглядит здание в индийском стиле, нам Мохаммед рассказывает. Позади меня это самая старая почта в Момбасе. Сейчас это здание не функционирует как почта. И сейчас там просто живут люди и внизу держат сувенирный магазин. Мы сейчас идем по центру, и очень многие отели и рестораны закрыты, потому что, оказывается, Рамазан, и в эти дни считаются священные дни, ничего не работает. Но скоро все откроется. Сейчас в этих зданиях расположены сувенирные магазинчики, сувенирные лавки различные. Я очень люблю здесь бродить. Мы уже все деньги потратили. Ты. Покупаю пару магнитиков. Это Масаи. Гений взял еще вот такой браслетик. Он очень любит такие штучки. Корешу своему. Открывашку он их собирает. В общем, по мелочам. Все, надо отсюда выходить. Интересный здесь такой магазинчик нам попался. Больше в магазины сегодня не захожу. Это останется вообще без денег. Мы сейчас идем на старый рыбный рынок. Там, где можно с утра купить свежую рыбу, барракуды различные. Момбаса была важным исламским торговым портом с 13 века, и рыбная ловля остается основой местной экономики на протяжении столетий. Сюда нужно приходить рано утром, когда будет большой выбор. Сейчас уже время ближе к обеденному, ну и практически ничего не осталось. Вот здесь какая-то здоровая рыба. Макрели. Kingfish, Ага. white snapper, black snapper. Я думала, что это барракуда, но это какая-то селфиш здоровая. Пасть акулы висит, засушенная. Рынок – лучшее место, чтобы увидеть традиционные рыбацкие лодки Доу и ощутить атмосферу суахильской культуры. Рыбу доставляют на рассвете, предлагая огромный выбор, включая рыбу-лев, которая популярна в местных водах. Шахта очень. Ну, Тая сегодня хоть шляпу одела, потому что дышать реально нечем, можно солнечный удар получить. Ай! Сейчас мы ходим по старому городу, и это все стиль старой Момбасы, архитектура. Архитектура, все дома, улочки узкие. Мне чем-то напоминает старую Мальту. Я не знаю чем, возможно, этими узкими улочками, переулочками, стилем домов. Вот мне напоминает и все. Да и нет, а мне да. Все коты очень худые здесь. Здесь грязно везде. Мусора много в этих переулках. Такое ощущение, что вообще никто не убирает.
В этом месте очень много всего основано благодаря португальцам и Васко да Гама. Я думаю, что ей лет 6, как моей Алисе. How old are you? Здесь делают мебель. Мы сейчас идем улочкой, где очень много мечетей. А вообще в Момбасе всего 45 мечетей. В то время как православных церквей в Момбасе всего лишь 15. Момбаса второй по величине город в стране после Найроби. И это также город-миллионник. Но здесь такой трафик, что я просто не представляю, что делается в Найроби. Обезьяна. Я тут рассказываю. Обезьяна бежит прямо по улице над головой. Нужно пакеты держать. Здесь обезьяны прям по городу лазят по дому. Да, и в квартиры заглядывают, на балконы заскакивают, еду воруют. Сейчас мы выходим в очень оживленный район рынка, и телефон я спрячу, снимать не буду, потому что я боюсь, что у меня его выдерут из рук и стырят. То же самое Мухаммеда смущают мои серьги в ушах, но я не хочу их сейчас снимать. Короче, жесть. Сейчас будем все убирать максимально и держать сумки. Здесь начинается это злачное место. Я, конечно же, не могу удержаться, немножко покажу этого места. Это местный рынок. Мне кажется, в этом месте можно найти все, что угодно, начиная от одежды и ткани, заканчивая сувенирами, посудой и техникой. Рынок специй здесь. Здесь очень много различных специй, вы не представляете, какой стоит запах. Мы сейчас зашли в крытый рынок, здесь еда и специи также. И здесь уже более спокойно, здесь можно что-то поснимать, что-то вам покажу. Вот это розовенькое, это баобаб сушеный, я не знаю в чем, он должен быть сладкий. Такое непривычное для нас. Куплю Гене с Алисой попробовать. Я беру домой кенийский кофе и вот эти вот орешки баобаба. Кстати, внутри косточки, я чуть не подавилась. Hi. Джамбо. Фрукты здесь, да. Тая на место. Тая ничего не хочет пробовать здесь, она боится. Я тут хожу, короче, уже наелась. Все пробую, мне все интересно. Но у меня чемодан не резиновый, я не могу столько набрать. Кофе уже купила, еще что купила, сувениры купила. Надо завязывать с этим делом. Разные сорта бананов. Эти обычные, а вот эти розовые, это с Танзании, из Занзибара. Рынок это тоже был основан Васко да Гама и португальцами. Это местный сувенирный рыночек. Мы вышли на эти улочки уже. Как вам Момбаса? Хотели бы здесь жить? В такие моменты понимаешь, что нужно оценить то, что у тебя есть. Мы сейчас приехали в новый город. Старый остался позади. Это индийский храм. Вот мы в него зашли, никого нет. Там шум тук-туков. Из-за праздников этих священных опять внутри все закрыто. Но вот в начало храма мы смогли зайти. Что-то увидим. Мы зашли в какой-то парк, и здесь очень грязно, прям очень много мусора лежит. Мусора много, но также много птиц. И слышите, как они поют?
Ого, сейчас я вам покажу. Смотрите на деревьях. Это летучие мыши. Я сначала думала, что мне показалось. Смотрите, какое их количество там. И это они кричат так громко. Здесь очень много людей, они все что-то едят. И вот это скопление летучих мышей, мыши питаются объедками чужими. На суахили Момбасу называют Кисива Чамвита, что означает остров войны из-за бурной истории колониальных захватов. Вот эти бивни слона позади меня. И это такая визитная карточка Момбасы. Все приезжают сюда фотографироваться. Город расположен на острове, отделенном от материка узкими проливами, что создает уникальный ландшафт. Момбаса – один из самых богатых округов Кении, второй после столицы Найроби по ВВП на душу населения. Здесь много красивых пляжей, таких как Бамбури, Шанзу, Ньяли, и все вы увидите в наших выпусках. На моем канале есть плейлист «Африка», и в нем будут собраны все видео из Кении, Танзании и других стран.